Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это третья заключительная часть видео мастер-класса «Фруктовая змейка с сумочкой». Вяжем змейку. Змейка может быть двуцветной, однотонной одноцветной, либо же трехцветной. Это уже на ваше усмотрение. Я буду также вязать двухцветную. Начинаем с зеленого цвета. Берем плюшевую пряжу зеленого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Провязали первый ряд, второй ряд вяжем точно так же 4 столбика без накида. 1 и 4 столбик без накида. Вот этот вот хвостик желательно зафиксировать на стеночке любой подходящей петли с внутренней стороны, чтобы он в процессе игры со змейкой не вылез. Итак, и продолжаем далее. У нас третий ряд. Этот ряд мы вяжем так: 1 столбик без накида, далее вяжем одну прибавку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида и повторим так еще один раз. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка, и итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 6. Провязали следующие 2 ряда, 4 и 5 ряд, вяжем без изменения, в каждом ряду по 6 столбиков без накида. В конце 5 ряда последний столбик не довязываем до конца, на нем мы будем переходить к основному цвету. Итак, последний столбик 5 ряда довязываем пряжей основного цвета, зеленого цвета. Пряжу не отрезаем. Далее по счету у нас 6 ряд. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида, 1, 2 плюс 1 прибавка. Так мы вяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Провязали. Хвостик основного цвета пряжи фиксируем узелочками, перевязываем вместе этой зеленой пряжи и прячем вовнутрь вязания. На этом этапе хвостик, этот кончик, наполним наполнителем. Наполняем средней плотности. Продолжаем наше вязание. Новый ряд можно отметить маркером. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. С 7 ряда по 11 включительно. Провязали, новый ряд отметили, вытянем слегка петлю и наполним наполнителем. Продолжаем наше вязание. Новый ряд отмечен. Следующий ряд, 12 в этом ряду, вяжем так. Вяжем первый столбик основным цветом, не довязываем его до конца. Подхватываем пряжу зеленого цвета и его довязали. Далее до конца ряда вяжем зеленым цветом 7 столбиков без накида. 2, 7. Всего в этом ряду у нас 8 столбиков. 7 столбиков мы провязали зеленым цветом, и первый столбик у нас основного цвета. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд 13. Вяжем первый столбик зеленым цветом, не довязываем до конца и довязываем его основным цветом пряжи. Провязали. Далее до конца ряда вяжем 7 столбиков без накида основным цветом. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 5 рядов вяжем без изменения
основным цветом, в каждом ряду по 8 столбиков без накида, с 14 ряда по 18 включительно. Провяжем эти ряды, и потом я вам объясню, почему мы переход цвета делали не в конце ряда, а в начале нового ряда. Провязали, вытянем слегка петлю и наполним наполнителем. Наполнили наполнителем, и теперь я объясню, почему мы переход цвета делали не в конце ряда, а в начале нового ряда. Так как у нас спиральное вязание, вязание у нас постепенно сдвигается в сторону. Вот это заметно по маркеру. Маркер у нас все время будет находиться на одном месте. Вот по порядку будем отмечать новые ряды, а переход цвета мы будем каждый раз сдвигать на один столбик. Вот в этом ряду, это у нас был 12 ряд, мой переход цвета сделали на первом столбике. Провязали мы его сначала основным цветом и довязали уже зеленым цветом. И так далее, чтобы переходы цвета у нас все время оставался на одном уровне. В каждом зеленом ряду, так скажем, мы будем переход цвета сдвигать на один столбик. Следующий у нас ряд 19. Первый столбик мы его полностью вяжем основным цветом, а второй уже мы его не довязываем основным цветом, а довязываем зеленым цветом. Итак, и получается 2 столбика в 19 ряду уже провязаны. Далее до конца ряда мы вяжем еще 6 столбиков без накида зеленым цветом. Провязали 19 ряд, отмечаем новый ряд маркером, следующий ряд 20, первый столбик без накида 20 ряда вяжем зеленым цветом, второй столбик мы не довязываем, довязываем его уже основным цветом пряжи. Довязали, и еще 6 столбиков без накида до конца ряда вяжем основным цветом пряжи. Провязали, новый ряд отмечаем маркером, следующие 5 рядов вяжем без изменения основным цветом, в каждом ряду по 8 столбиков без накида с 21 ряда по 25 включительно. Провязали, наполнили наполнителем, отметили новый ряд маркером, следующий ряд 26. Еще один раз покажу переход цвета, и далее уже вы будете вязать самостоятельно, а я за кадром. Итак, следующий ряд по счету 26. Вяжем 2 столбика без накида основным цветом, а третий столбик без накида мы его довязываем зеленым цветом. Подхватили. 3 столбика в этом ряду у нас уже провязаны, до конца ряда нам нужно провязать еще 5 столбиков без накида, вяжем их зеленым цветом пряжи. Провязали, отмечаем новый ряд, следующий ряд 27. В начале этого ряда 2 столбика без накида вяжем полностью зеленым цветом. Третий столбик довязываем основным цветом. И до конца ряда вяжем еще 5 столбиков без накида основным цветом. Провязали, новый ряд отметили, следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида с 28 ряда по 32 включительно. Провязали, и далее все делаем по такому же принципу. Вяжем, наполняем наполнителем, делаем переход цветов, сдвигая на один столбик влево. Всего вот таких вот секций, зеленый и оранжевый, вот будем считать, вот это вот один ряд зеленого цвета и 6 рядов оранжевого цвета. Всего таких секций нужно провязать 8, не считая вот эту вот часть.
Если хотите, чтобы змейка получилась так же, как и у меня, длиною 50 сантиметров вместе с головой. А если хотите подлиннее или покороче, то, соответственно, уменьшайте или увеличивайте эти секции. Итак, еще 5 секций я вяжу за кадром. Вы вяжите самостоятельно. Схему вязания я укажу здесь на экране. И после мы вернемся опять к совместному вязанию. Провязали. Следующий ряд 69. В этом ряду провяжем 8 прибавок подряд. Итак, новый ряд отметили. В первую петлю зеленым цветом вяжем прибавку. Первый столбик прибавки и второй столбик прибавки. Не довязываем его до конца. Подхватываем плюшевую пряжу основного цвета и довязываем эту прибавку. До конца ряда вяжем еще 7 прибавок. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 16. Зеленого цвета пряжу можно уже отрезать, она больше нам не понадобится. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 70. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 71. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида, 2 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 32. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 32 столбика без накида. С 72 ряда по 74 включительно. Провязали, новый ряд отметили. На этот раз на все про все одного мотка Гималая Dolphin Baby мне не хватило. И хорошо, что в моих остаточках в клубочках оказался подходящий цвет. Я его присоединила. А при вязании первого комплектика в расцветке драконьего фрукта вот сколько у меня осталось от целого моточка. Вот такой был еще остаточек. А вот этого цвета остатка от одного мотка не оказалось. Видимо, разный метраж, разные партии или разные производители, я не знаю, в чем дело. Итак, продолжаем наше вязание. Следующий ряд 75. Будем формировать щечки. В начале 75 ряда вяжем 6 убавок подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стенки. Первая убавка. Вторая убавка и 6-я убавка. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем еще 6 убавок подряд. 1, 2 и 6. 6-я убавка. До конца ряда вяжем еще 4 столбика без накида. В этом ряду у нас должно получиться итоговое количество петель 20. Отмечаем новый ряд. Следующие 2 ряда 76 и 77 вяжем без изменения. В каждом ряду по 20 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 78. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 16.
Провязали, новый ряд отметили. Следующие два ряда, 79 и 80, вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. Провязали, вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним голову змейки наполнителем. В районе шеи, перехода от шеи к голове, наполняем достаточно плотно, чтобы голова была устойчивой. И да, распределяйте наполнитель внутри так, чтобы основная его часть уходила в бока, то есть в щечки. Далее фиксируем глазки между 76 и 77 рядами на расстоянии друг от друга 3 или 4 столбика. И продолжаем наше вязание. Следующий ряд 81. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем одну убавку. И такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 82. Его мы вяжем без изменения. 12 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 83. Это ряд последний. В этом ряду вяжем 6 убавок подряд. По ходу вязания дозаполним голову игрушки наполнителем. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 6. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю в своей вязальной видео шпаргалочки. Ссылочка на это видео я оставлю в описании под этим видео. Далее сделаем утяжку мордочки. Берем швейную иглу с большим ушком, прочную нить и заводим иглу между 70 и 71 рядами. Не ровно посерединочке, а на один столбик в сторону, ближе к этому глазу. И выводим через 2 столбика в сторону от этого глаза. Это у нас получается левый глаз. Подтягиваем. Здесь оставляем небольшой хвостик. И далее захватываем 1, 2, 3 столбика под глазом. Выводим иглу к хвостику этому на расстоянии 1-2 столбика. Я вот так вот сделаю на расстоянии 1 столбика. Далее, помогая пальцами, стягиваем. Стягиваем так, чтобы нить утяжки полностью утонула в вязании, чтобы ее не было видно. Но и, конечно же, соответственно, без фанатизма, чтобы никакие столбики не порвать. Все, завязываем это все на узелочки и лишние нити отрезаем. С этой стороны мы делаем то же самое, только в обратном порядке. То есть заводим также иглу между 70 и 71 рядами и выводим с этой стороны глаза рядышком с глазом. Далее захватывая 1, 2, 3. Так, здесь у нас были убавочки, попались убавочки. Так, приблизительно смотрим, чтобы это тут тоже было такое же расстояние от глаза в сторону. Вот тут получится где-то 3 или может быть даже и 4 столбика. Вот, я думаю, так будет нормально. Выводим к хвостику на расстоянии 1-2 столбика. И также, помогая пальцами, все хорошенечко подтягиваем, чтобы было равномерно с этим глазом, с этой утяжкой. И завязываем на узелочки, лишние нити отрезаем. Далее все хвостики нити прячем в голове игрушки и из фетра, из розовенького тоненького, вырезаем язычок. Вот такой вот змеиный. Кстати, об этом я забыла сказать в первой части, что понадобится небольшой кусочек фетра для язычка. И пришиваем его или приклеиваем горячим клеем вот здесь вот так вот ровненько посерединочке в углублении. Далее вышьем ротик. Берем швейную иглу
с большим ушком, плюшевую пряжу или не плюшевую пряжу красного цвета. Заведем вот здесь вот сбоку и выведем иглу вот тут вот между 73 и 74 рядами. Вы же смотрите по своей игрушке, возможно, вам нужно будет вывести иглу не в 73 ряду, а в 72. Допустим, вот как на первой змейке я выводила иглу в 72 ряду. Вот, и здесь было достаточно хорошо видна эта улыбочка. А на этой змейке я пробовала, и улыбочка получается такая какая-то спрятанная, получается, не видной. Итак, далее заводим иглу в углубление и с внутренней стороны, захватывая, сколько получится, 1-2 столбика. Выводим вот так вот иглу, захватываем чуть ниже язычка и подтягиваем. И теперь с наружной стороны тоже подхватим эти столбики. Так вот, слегка все подтягиваем. Здесь также здесь мы уже не выводим, а заводим иглу между 73 и 74 рядами. И выводим сбоку, отрезаем лишнее с хвостиков пряжи. Если это плюшевая, снимаем плюш, расслаиваем хвостики и фиксируем на задней стеночке любой подходящей петли узелочками, лишними отрезаем и окончательно все хвостики прячем в голове игрушки. Далее вышиваем ноздри. Этой змейки я решила ноздри вышить основным цветом. Пробовала зеленым цветом, но как-то они мне больше смотрятся как усики. Поэтому я решила сделать ноздри основным цветом, просто сделав по 3 стежка для каждой ноздри. Я уже это сделала. Первой змейки я вышивала ноздри салатовым цветом, и здесь они мне смотрятся именно как ноздри. А на этой змейке зеленым цветом вот смотрятся они мне просто как усики, и все. Намучилась я с вышиванием ноздрей, поэтому в конечном итоге думаю, все, пусть они будут основным цветом. Далее берем плюшевую пряжу зеленого цвета и свяжем 2 листика, и этими листиками мы украсим голову змейки. Итак, берем плюшевую пряжу зеленого цвета, основной крючок, и набираем 10 воздушных петель. 2, 3, 10. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, провяжем 4 соединительные петли. Первая соединительная петля, далее за следующую стеночку петли вяжем вторую соединительную петлю, далее вяжем третью соединительную петлю и четвертую. В следующую стеночку петли, за следующую стеночку петли провяжем столбик без накида. Провязали один столбик без накида, делаем накид, и в следующую стеночку петли мы провяжем один полустолбик с накидом. Делаем накид, в следующую петлю мы вяжем второй полустолбик с накидом. Делаем накид, в следующую петлю мы вяжем один столбик с одним накидом. Делаем накид, в следующую петлю вяжем один столбик с одним накидом, накид, вяжем еще один, туда же за ту же стеночку петли вяжем второй столбик с одним накидом, далее вяжем 2 воздушные петли, провязали, теперь во вторую петлю от крючка заводим крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем соединительную петлю. Провязали, делаем накид, и за ту же стеночку петли, за которую мы уже провязали 2 столбика с одним накидом, провяжем еще 2 столбика с одним накидом. Далее вяжем
Делаем накид и за следующую стеночку петли вяжем столбик с одним накидом. Делаем накид, в следующую стеночку петли провяжем полустолбик с одним накидом. Накид, в следующую стеночку петли мы провязываем еще один полустолбик с одним накидом. Далее в следующую стенку петли вяжем столбик без накида. И в следующую стеночку петли вяжем соединительную петлю. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик чуточку подлиннее. Да, кстати, вот этот вот начальный хвостик я на экране сделаю в начале вязания листика пометочку, что его нужно оставить чуточку подлиннее, чтобы было удобнее потом этот листик этими хвостиками пряжи фиксировать на голове игрушки. Итак, отрезаем. Вот этот вот хвостик пряжи можно подтянуть поближе к вот этому хвостику. Вот так вот сквозь столбики протягиваем и подтягиваем ближе к хвостику, ко второму хвостику. Так, это тоже можно вот так вот протянуть в серединочку. Схему вязания вот этих вот деталек я напишу здесь на экране. Вяжем 2 таких листика и фиксируем на голове игрушки их теми вот остаточными хвостиками пряжи. Со всех хвостиков пряжи снимаем плюш, фиксируем их узелочками, лишнее отрезаем и прячем все это внутри головы игрушки. Фиксируем цветочек либо швейной нитью, либо же горячим клеем, как сделала это я. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наша с вами апельсиновая змейка с сумочкой полностью готовы. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!